предыдущем видео мы упоминали, что также занимаемся и животноводством. И пришло время рассказать о нем поподробнее. Начиная с заготовки кормов, одного из важнейших этапов животноводства, которому мы уделяем особое внимание. За мной поле посеянное на силос. Мы уже начали на других полях заготавливать зеленую массу. Это поле еще не до конца дошло. Как раз мы планируем, что пока мы до этого поля дойдем, оно по фазе тоже должно подойти. То есть определяется фаза уборки кукурузы довольно просто. То есть срываем початок. Это мы еще с краю, тут еще более зеленый початок. То есть это совсем еще рано для силоса. То есть вот смотрится восковой налет. То есть, соответственно, где-то 2/3 должно быть фазы, такой, как сказать, как восковой здесь. И тогда это оптимальная фаза для... То есть это еще такая молочная фаза. То есть, видите, легко давится. Вот. Это как бы рано для силоса. Так, у нас происходит заготовка кукурузного силоса. Это яма, которую мы построили в прошлом году. Тоже, можно сказать, из подручных материалов, бетонные плиты. Внизу основание залито бетоном. Вмещает порядка 30 тысяч центнеров силоса. Сейчас происходит трамбовка, то есть зеленая масса кукурузы привозится с поля. Соответственно, здесь высыпается и два трактора его трамбуют. То есть есть требования к объему зеленой массы, которая должна поступать в час. То есть она должна быть примерно не больше 3-4 масс техники, которая трамбует. Сколько всего ям для таких хозяйств? Таких ям бетонных пока у нас 2, остальное остальное сенаж и любой силос мы укладываем в курганы. То есть они там тоже у нас есть. В планах на следующий год еще одну яму построить, чтобы у нас суммарно хотя бы 1100 центнеров вмещалось в этих ямах. Потребность у нас годовая в зеленой массе, то есть порядка 180-200 тысяч. Соответственно, еще нам нужно будет 3-4 ямы, мы в следующем году планируем одну яму. Самое важное, чтобы зерно было дробленое. То есть зерно кукурузы, оно должно быть не цельное, чтобы была нормальная переваримость у коров, соответственно. И длина резки. В зависимости от влажности комбайн регулирует длину резки, но мы устанавливаем где-то от 0,5 до 1 сантиметра длину резки зеленой массы. Сено, заготовленное в этом году, то есть на всю зиму, мы заготавливаем порядка 10 тысяч центнеров сена и порядка, в этом году планируем 5-7 тысяч центнеров соломы, то есть чтобы нам хватило до следующего мая. Соответственно, это у нас сеновал, где хранятся корма, и в том числе скирды сена. То есть здесь у нас 2 скирды и еще есть на другой площадке. Какая площадь у тебя под многолетней травы вообще задействована в хозяйстве? Вообще у нас под кормовые культуры с учетом многолетних трав порядка 2000 гектар на сегодняшний день. И плюс 400 гектар кукурузы. То есть 2-2,5 тысячи это кормовые у нас культуры во всем севообороте. И они из года в год примерно одни и те же объемы. Соответственно, сено это именно это естественные травы, то есть это все наши ополки. В этом году у нас были еще сеянные травы. Имеется в виду предыдущий год мы косили, но в этом году мы эти поля уже разрабатываем. Соответственно, в следующий год у нас будут сеянные травы и сено, еще мы суданскую траву
сеем для заготовки сена. В этом году первый год попробовали, посмотрим, какая будет поедаемость, и, возможно, будем на следующий год еще сеять. Пока думаем, окончательное решение еще не приняли. Иди сюда. Я пробовал его яблоками кормить, что не захотел. Да, иди сюда. Любимый, иди. Ну, он не так сильно меня не знает, но это вот наш жеребец. Наверное, мы в этом году его будем менять. Скаковой? Нет, он осеминатор. Как его называть? Ну, то есть мы каждые 3 года меняем. У нас еще, кроме того, что есть коровы, у нас еще есть лошади. 80 голов лошадей. Поэтому любимых следит за ними, короче говоря. А это семидалы, несколько голов телок. Ну, скоро будем продавать. Мы приехали на одно из наших отделений. Здесь мы в летний период оставляем технику. В зиму, соответственно, мы их увозим на основную площадку. Это у нас здесь 2 посевных комплекса. Вот один это фарго, как вы видите, он разобранный. То есть это мы все усевающие органы, все их убрали, сняли и увезли на ремонт. Так как этот посевной комплекс, он был нами переделан для того, чтобы можно было сеять по нулевой технологии, либо по прямому посеву. Поэтому здесь были анкерные сошники, мы их убрали и, вернее, их сняли и увезли в Барнаул для ремонта. То есть как отремонтируют, мы их поставим. Полностью у нас их 3. То есть они участвуют только в посеве. Ну и вот вы видели один из них на трамбовке силоса. Вот. Ну и, соответственно, они здесь стоят. Потом осенью мы угоним. Надеюсь, успеем площадку достроить, будут там стоять. Какого года? Это 2011 и 2012 год. То есть им 10 лет, но пока они нас не подводят, поэтому, так сказать, основная наша сила вот посевной это в этих тракторах. И вот посевной комплекс Amazon DMC Premier 12-метровая. Мы ее купили 3 года назад. Вот, соответственно, 3 сезона на ней отсеялись. Никаких особых поломок не было, только текущий какой-то ремонт. Вот. Она в сезон сеет от 3 до 5 тысяч гектар примерно. Вот. Нам она нравится, мы сеем ей все основные культуры наши, в том числе в этом году сеяли подсолнечник. Вот, результатами довольны. Вот. Мы с 2022 года на всей площади перешли на технологию прямого посева, соответственно, она нам под эту технологию подходит, и мы планируем на ней, так сказать, дальше работать. Вы в целом довольны сеялкой? Да, сеялка себя зарекомендовала только с хорошей стороны, вот, каких-то негативных моментов не было. Сколько сеялок? С этого года у нас 3 посевных комплекса, вот 12 метров захвата. И еще была сеялка пропашная, 8-рядная для подсолнечника, кукурузы. Но на следующий сезон мы заказали новый посевной комплекс для пропашных культур. Вот, планируем им заменить, соответственно, думаю, что 3 комплексами мы будем обходиться. Вот, за 3 недели мы сеем нашей площади примерно. А где вы в хозяйстве эту ворону используете? Ваши технологии? Нет такой обработки. Либо когда
вводим новые, вот сейчас у нас есть сенокосы там старые, либо вот она просто у нас используется зацепленная за кировец, стоит на поле для, ну так сказать, пожарной безопасности для того, чтобы опахивать поля, как бы больше ни для чего. Приехали на поле твердой пшеницы. У нас сейчас только 4 комбайна. Ну, то есть вот сейчас 2 вы видите, один то поле там осталось, доубирает, еще один, видимо, на другом конце поля. Вот здесь вот РСМ 161, который мы 3 года назад купили, и Акрос 580, которому уже больше 10 лет. Вот, соответственно, вот у нас это из твердой пшеницы, из всего массива, там 2500. Нам осталось еще убрать ну, где-то 800-900 гектар. Вот, завтра мы по плану переходим на обмолот рапса. Вот, сегодня это поле сколько сможем уберем, и потом оставим рапс, уберем, потом будем возвращаться на это поле. Здесь вот вы можете увидеть, вот они, прошлогодние бутылки от семечки. Вот теми катками мы прошлись и сеялкой Барго посеяли анкерной междурядьем 25 сантиметров. Технология ноутил, никакой вспашки, Ничего, ни осенью ничего не делали, ни весной. Только весной перед посевом была обработка гербицидом сплошного действия и посев. Ну и дальше, соответственно, как Какой гербицид применяли? глифосат. Вот, соответственно, все остальное по обычному, то есть 2 обработки были гербицидные, вот, инсектицидная обработка и 1 была фунгицидная обработка. Какая норма высева? 4 миллиона была норма высева. Вот, ну, наверное, на следующий год будем корректировать, потому что ну, не совсем довольны результатом. То есть, скорее всего, чуть больше будем сеять, 4,5 миллиона. Вот, ну, будем смотреть, сейчас закончится год, и мы тогда определимся, результаты посмотрим. Посевной комплекс у нас Барго, 12-метровый, он был ну, культиваторного типа, то есть сели в лапу. И 2 года назад мы приняли решение ее переделать вот под сошник, под анкерный, для того, чтобы была возможность прямого сева и для того, чтобы она лучше копировала неровности почвы. И вот мы ей 2 года сеем, в том числе вот это поле было посеяно этим посевным комплексом. Вот, довольны, есть, конечно, свои нюансы, но в целом за те деньги, которые там удалось ее переделать, мы всего потратили 2,5 миллиона. То есть новая анкерная посевной комплекс сегодня стоит, ну, Барго там ну, больше 20 миллионов, а то и еще больше. Поэтому вот мы приняли решение ее переделать. А кто переделывал? Пока В Барнауле довольны. переделывали или где-то? В Барнауле фирма есть АПК Интех, то есть они давно занимаются. И мы еще второй также посевной комплекс, свой Барго, тоже переделали, но там поставили другой сошник. Там поставили двухдисковый сошник для того, чтобы мы могли сеять по льну, тоже не обрабатывая почву. Соответственно, в этом году мы уже ее попробовали, никаких проблем не было. Ну, на следующий год, скорее всего, на всей площади, где будет посеян, где, вернее, в этом году был посеян лен, мы там будем сеять этим посевным комплексом. Приехали на поле гречихи, 158 гектар поля. Посеян он посевным комплексом Барго, дисковый сошник, который я рассказывал, мы переделывали без удобрений. Норма высева была 60 килограмм. Вот, мы неделю назад скосили ее. Соответственно, ну сейчас примерно, ну, будем смотреть, через неделю, наверное, будем проходить уже и
молотить. По урожайности, ну, гречка вообще непредсказуемая, гречиха, вернее, непредсказуемая культура. Ну, рассчитываем в районе там, от там, 15 до 20 центнеров. Примерно такая будет урожайность. Обработки, ну, механических никаких не было. У нас здесь предшественник был зерносмесь. Соответственно, мы убрали зерносмесь в прошлом году. Потом подождали там 3-4 недели, даже чуть больше. Потом обработали глифосатом и больше ничего не делали. Мы на поле рапса, это поле у нас 197 гектар, посеяно здесь гибрид Пионер по технологии хлорофилл. Вот, посеяли мы с нормой, значит, одна посевная единица на 3 гектара, посевным комплексом ДМС. При посеве было 100 килограмм удобрения Ямофос. Вот, дней уже 10 назад скосили. Соответственно, завтра выходим его молотить. Влажность сейчас порядка 5-6%, при нормативной 8%. По урожайности великих урожаев не ждем, ну, в пределах, наверное, 18, там, надеюсь, там, может быть, до 20 центнеров будет. Ну, завтра узнаем. Все. Можно кушать рано. Благодарим за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться, ведь впереди нас ждет много интересного. До встречи на канале. Сеем, как умеем.